Всем привет, это Оз, и сегодня мы едем кататься в одно очень прикольное место под Киевом. Ну а по дороге я заеду за Демой. А Дема — это тот парень, который на хребет Драгобрата по булыжникам смог заехать на синглспидовом велосипеде с 33-й резиной. Ну а сейчас у него появился новый велосипед с резиной 2 дюйма, и я не представляю, куда еще он сможет заехать на такой широченной для него резине. Как и следовало ожидать, доехали мы только до половины. Мало того, что здесь достаточно серьезный уклон, дорога с колеями, и тяжело нормально вкручивать по ним. Нет места для того, чтобы сделать стандартный прием, когда ты змейкой поднимаешься по апхилу и таким образом уменьшаешь градус подъема. Ну и на самой легкой передаче у меня вел начало козлить, а сил для того, чтобы стоя крутить, уже не оставалось. Фу. Ну и помимо этого, конечно, после дождей здесь глина мокроватая, и из-за этого колесо местами даже чуть пробуксовывает, несмотря на то, что протектор у меня достаточно такой зубатый. Вовка проехал где-то столько же, но у него банки помощнее, чем у меня. Ну а дальше мы движемся пешком на самый верх. В общем, как я и говорил, Вовчик в Карпаты заехал на синглспиде на 32-й циклокроссовой резине. Да, это было очень прикольно, такой необычный челлендж, но захотелось что-то большего, захотелось все-таки какого-то универсального. Пробовал МТБшку, но не совсем мое, очень большая, очень громоздкая и скучновато бывает. Поэтому выбор пал на
Fairdale. Решил попробовать покататься на палке все-таки, потому что для города и 80% времени велосипед используется в городе. Остановился именно на этой модели, хромолибден, трансмиссия 1/9. Все круто. Еще после того, как Fairdale обновил свои колеса на 27,5 2.0, притом мне кажется, что сюда, в принципе, влезет и побольше. Я попробовал и очень долго ждал, пока мне приедет моя Элечка, и теперь я в бешеном восторге. Друзья, я знаю, что многие из вас топят за 28-е колеса, а многие топят за 27,5. Напишите в комментах обязательно, какие колеса лучше и почему вы считаете именно так. Вов, скажи, пожалуйста, как тебе в сравнении с 28-ми колесами и 30-й резиной катится на 27,5 и резиной, как на МТБ, по сути, 2.0? Был небольшой страх, потому что МТБ как-то едет немножко по-другому. Но, тем не менее, здесь за счет, опять-таки, геометрии, за счет всего, как сконструирован велосипед, катит просто шикарно. Я изначально вкачал 3,5 атмосферы, было немножко жестковато, сейчас тут, наверное, 2. И с моим весом 85 килограмм велосипед едет просто бомбически, отыгрывает все неровности. Более того, почти месяц я катался чисто на топталках и получал массу удовольствия. Сейчас поставил контакты и понял, что велосипед, в принципе, может намного больше. Несмотря на то, что, опять-таки, резина большая и, в принципе, велосипед как бы такой, достаточно вроде как и МТБ, и не МТБ, но, тем не менее, и его внешний вид, как коммютера, прекрасный, все очень круто. Такие возможности выехать в Карпаты, выехать по бездорожье. Опять-таки, я катался все время на пакинге, потому что это круто, красиво. Но потом понял, что все-таки, если ты хочешь удобства, то лучше брать сумки, ставить багажник. Да, может это выглядит не самым красивым образом, типа эстетика нарушается, но тем не менее это очень удобно. Ты складываешь все, не заморачиваешься, что у тебя что-то не влезет или что-то еще. Опять-таки не переживаешь что-то взять или что-то не взять. Ты все сложил и поехал. Как Вова и сказал, это не просто коммьютер, а велосипед, который дает вам целую массу возможностей для модификации его, например, в тот же туринг. То есть можно поставить руль по типу, как у меня на ECR, Сёрли молоко, либо можно поставить Jones, либо что-то еще придумать. Ну и на самом деле, наверное, у Вовы надо спросить, как он планирует модифицировать свой велосипед для дальнейших путешествий, что он считает нужно изменить, а что можно оставить. На самом деле это мой 15-й велосипед за 4 года, поэтому... Да. Поэтому я хотел взять велосипед, в котором я не захочу менять ничего. И на самом деле это был максимально точный выбор, потому что в этом велосипеде мне нравится все, как внешний вид, так и все, что там установлено. Единственное, что я менял и еще поменяю, это седло и звезду переднюю, потому что звезда на 42, а сзади кассета на 11.36. И все-таки, если в городе ты хочешь ехать и не потеть, а просто ехать в удовольствие, то лучше поставить какую-то звездочку поменьше. Опять-таки, седло — это индивидуальный вопрос, кому как что. Мне лично все устраивает. У меня просто была мысль, хотел когда-то собрать себе какой-нибудь олдскульный стальной или хромолевый МТБшник, но меня останавливало то, что хочется документы, это мой бзык личный, и меня бесили дюймовые рулевые, потому что они меня бесят. Вот. И тут я вижу этот Fairdale, у которого есть все, что мне нужно, его раскраска — это просто что-то с чем-то, поэтому... Короче, ребята, это самый крутой вариант, что может быть. Притом за свои деньги вы получаете массу удовольствия, шикарный велик и возможность ехать куда хотите и как хотите. От себя добавлю, что на этом велосипеде фреймсет, то есть рама и вилка, точно такие же, как на Weekender Nomad. Поэтому его можно легко использовать под тот же туринг, пакинг и так далее, как вы себе придумаете. Если вы собираетесь брать подобный велосипед, либо этот конкретно для туризма, я бы реально советовал рассмотреть установку руля Jones, например, установку багажников, боковых сумок и действительно звезды чуть поменьше, для того, чтобы было больше запаса по нижним передачам. В принципе, особо больше менять ничего не нужно, потому что здесь очень крутые колеса на промподшипниках втулки, неплохие тормоза Avid BB5. От BB7, по сути, отличается тем, что нет регулировки внешней колодки. В принципе, все. А дальше, если будет необходимость, можно будет проапгрейдить, например, на BB7 тормоза. Не знаю, может быть, на 10-рековую систему.
По большому счету я не вижу, что тут еще можно такого критического, скажем так, апгрейдить. Вов, какие трипы у тебя в планах на 2020 год? Куда бы ты хотел поехать? И вернулся ли бы ты на тот же трек в Карпаты, но уже на этом велосипеде? Да, на самом деле меня покорили Карпаты, и я понял, что я уже пришел к тому возрасту, хотя вроде еще рано об этом говорить, когда ты просто хочешь ехать и получать удовольствие, смотреть по сторонам, не гонять, ничего нет, это просто приехать, посмотреть, почилить, покупаться, пообщаться с ребятами, посидеть у костра. Поэтому куда ехать? Ну, вот мы планируем Карпаты, я думаю, что на самом деле Украина у нас очень большая, и хочется лично мне, например, объездить Украину. Дальше уже можно выбираться за границу. Друзья, я надеюсь, вам было интересно катнуть с нами на Планерную гору. И если кто-то из вас там уже был и таки смог взять этот апхилл, пожалуйста, напишите в комментариях, каким образом вы таки смогли это сделать. Ну и надеюсь, вам было полезно услышать первый отзыв о Fairdale Weekender Archer 2020 года от нашего друга Демы. Кстати, в конце видоса я оставлю активные ссылки на полный обзор линейки Weekender 2020 года на канале Big Toys и на наше путешествие в Драгобрат, где Дема на сингл-спиде страдает больше всех. Всем спасибо за просмотр, нажимайте на колокольчик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и до новых встреч. Всем пока!